Как проявлять агрессию, как уметь постоять за себя, об этом сегодня видео. Тема агрессии модная сейчас, и многие психологи, мои коллеги говорят про то, как важно выражать свою агрессию в отношениях, уметь там доносить это другим людям и так далее, не подавлять ее. Это правда. Но есть один важный нюанс, о котором не все говорят, не знаю, сознательно или бессознательно, и я вижу, что многие клиенты, многие люди, кто работает над собой, вот этот момент как-то упускают. Это момент про то, что агрессию выражать нужно, это сила, это наша защита, это вот все это есть. Но вслух другому человеку ее нужно выражать переработанной, в переработанном виде. Иначе вы будете разрушать отношения. То есть если вы в моменте выльете другому человеку все, что у вас внутри вспыхнуло, да, вы сделаете ему больно, ему ей, да, и что будет дальше? Как-то человек отреагирует там в силу его воспитания, отношения к вам и так далее, но бессознательно он вам точно отомстит. Мы за боль всегда мстим. То есть он вам сделает опять так же больно. Но во второй раз вам будет еще больнее, вы еще больше взорветесь, еще больше на него выльете, он еще больнее отомстит, все, пошел круг разрушения отношений. Поэтому агрессию нужно уметь перерабатывать внутри себя и выдавать другому в переработанном виде. Тогда это будет действительно улучшать и сближать ваши отношения. Любые, да, семейные, бизнес-отношения, дружеские, абсолютно любые. Например, давайте посмотрим пример. Вот э, мужчина и женщина, да, начало отношений. Мужчина пригласил девушку на свидание. Ей этот мужчина нравится, она с утра марафетилась и так далее. И вот он там за полчаса до свидания его отменяет. Особо даже не извиняясь, что-то там срочно случилось и так далее. Да? Что у девушки происходит? Конечно, внутри негодование, злость, раздражение, гнев. Смотря насколько там у нее в этом месте тонко, да, психически. И есть три пути выхода из этой ситуации. Первый – это вылить на этого мужчину все то, что в моменте вспыхнуло, да, рассказать, что вы о нем думаете в моменте, как вы чувствуете, как вы видите эту ситуацию и так далее. Скорее всего, продолжения таких отношений не будет. Если это такой психически здоровый мужчина, да, он не ищет драмы и так далее, то, скорее всего, на этом может все и закончиться. Есть второй вариант. Это полностью промолчать, то есть сделать вид, что это ок для вас. То есть вообще, ничего не случилось, нет и нет, да. Здесь продолжение отношений будет, но вы в этот момент показали, где ваша граница, то есть, точнее сказать, где ее отсутствие. Да? И бессознательно любой человек, он может очень хорошо к вам относиться, быть очень хорошим человеком, но он внутри себе записал, вот здесь границы нет, здесь вот можно ходить, я в следующий раз тоже пойду. Вот и все, да, то есть вы не показали эту границу. И будет дальше это нарушение, и вы, взорветесь не на второй раз, так на третий, на 10, когда-то это произойдет, и чем позже, тем разрушительней. Это понятно. И есть третий вариант, он же единственно верный. Это вариант, когда вы направляете свою агрессию на своих внутренних монстров. Да, я сейчас объясню, что я имею в виду. А человеку вовне вы даете уже переработанный вариант, то есть вы даете некую обратную связь, да, и агрессию используйте для того, чтобы иметь смелость это сказать прямо, да, например, что вам это не нравится, вы хотите там в следующий раз вот так вот, да, или это может быть какая-то шутливая форма, то есть это то, что аутентично для вас, да, или то, что там это требует какой-то компенсации, например, да, еще что-то. Но каким-то образом, да, вы это обозначаете, так, как вам бы хотелось это. Но, еще раз, да, это не всплеск эмоций, это переработанные эмоции, которые изначально направились на ваши внутренние системы психических защит. Смотрите, сейчас поясню, что имею в виду. Что в этот момент происходит внутри психики, в этой воображаемой ситуации? Внутри, то есть девушке становится больно, да, это больно, это неприятная ситуация. Понятно, если вам человек интересен, вы хотели пойти на эту встречу и так далее, но это всегда больно. И боль
включает внутри психики системы психических защит. Образно их можно представить себе монстрами, потому что они действительно такие, ну, монстрообразные. И цель психических защит, они сформировались в детстве в ответ на какую-то болезненную ситуацию. И девиз, по которым они работают, это never again. Никогда больше нас не должны обидеть, унизить, исключить, отвергнуть и так далее. Never again. Никогда больше это не должно повториться. Вот девиз психических защит. И когда случилась ситуация, что мужчина сделал больно, это внутри все поднимается. И в зависимости от того, как построена система защиты у конкретной девушки, у конкретного человека, могут быть разные внутри такие, как бы, звучать объяснения тому, что происходит. Например, это про то, что все, он тебя там вообще не держит за человека, ты для него никто, пустое место, конечно, ты для него вообще не важна и так далее. То есть всегда эта картинка очень утрированная, очень драматичная, очень такая, то есть еще раз, да, помните, цель психической защиты полностью разорвать связь, то есть дать вам внутри такую картинку, после которой вы к этому мужчине точно не вернетесь уже, да? То есть never again, чтобы никогда больше не было больно. Могут быть разные варианты, и из этой картинки, да, девушка как будет реагировать? Либо там, не знаю, заблокирует мужчину, или выскажет все, что она о нем думает, да, и тогда он уже ее может заблокировать. Ну, то есть в любом случае отношения будут рваться. Может быть другой голос психических защит, другой тип психических защит, который будет говорить: не покажи ему, что тебе это важно, сделай вид, что вообще-то тебе все равно. Да? То есть, ну, как бы здесь опасно показать, что это важно для тебя. Да? Вот. И здесь психические защиты работают на то, чтобы полностью демонстрировать другому, что мне вообще-то не важно. Да? И тем самым, да, тоже давая какие-то неадекватные сигналы в отношениях. И либо, да, когда девушка хочет, ну, как-то высказать, что ей вообще-то неприятно, да, защиты могут включаться и говорить, что нет, если ты будешь так говорить, ты будешь смешно выглядеть, ты будешь навязчиво выглядеть и так далее, и он тебя бросит, да, и опять же, never again, не должна повториться боль бросания. Вот, и, ну, то есть вот эти монстры, это такие типичные, я привела, они могут еще как-то видоизменяться внутри, но еще раз, единственный конструктивный способ направлять энергию, направлять на вот этих ваших внутренних монстров. Потому что каждый из них, какой бы подтип не был психической защиты, он работает на разрыв отношений. Да? То есть, и его задача, их задача разорвать внешние отношения. Да? То есть, и как бы, чтобы уберечь вас от боли, но на самом деле эту боль повторить, да, то есть такой парадокс внутри. И когда случается такая ситуация, да, вы, ну что значит направить агрессию на внутренние эти структуры, это сказать стоп, да, ну конечно я для него не пустое место, потому что он меня пригласил на свидание и так далее. И, или, например, стоп, да, ну что значит, если я что-то скажу, буду навязчивой. Ну, как бы, ну, если, да, человек не может выдержать какую-то мою обратную связь, ну, значит, нам не по пути, да. То есть вы останавливаете внутри вот эти искаженные такие, голоса, да, или картинки, которые искажают сильно реальность и выставляют вас в позиции жертвы перед собой, да, что вы такая бедная несчастная, он вот вас унизил, или он вас бросил, или бросит и так далее, да. То есть вы выводите себя из вот этого объектного состояния жертвы. И вот там агрессия крайне важна. И уже когда вы это сделаете, дальше из нормальной взрослой позиции вы даете какую-то обратную связь человеку про то, ну, как с вами надо вести себя, как не надо, для того, чтобы ваши отношения развивались хорошо и все были в них счастливы. Вот. Поэтому еще раз, наша внутренняя система психических защит, они всегда работают на разрыв внешних отношений. Да? И важно менять этот паттерн, да, и использовать свою энергию, а агрессия это энергия, на то, чтобы сближать внешние отношения. Да? То есть, смотрите, система психических защит всегда говорит что-то такое, что разделяет вас с внешним миром. Например, ты ничтожество. Значит, ну вот, ты ничтожество, а они такие грандиозные, они все видят, что ты ничтожество. То есть, да, разрыв есть они, есть ты.
и между вами пропасть, да, или там он тебя там не уважает, да, унижает, вообще ты для него никого, никто, да, опять же, вот он отдельно, ты отдельно, и между вами пропасть. И вам важно заменять это на восприятие, где вы связаны с другими, где есть связь, да, и тогда это, ну, будет другая позиция психическая, вы по-другому будете звучать в отношениях с людьми, да, и, соответственно, ну, другие люди будут притягиваться в жизнь, по-другому будут отношения развиваться.